Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Хотел сегодня снять для вас новый свет, но, видимо, не судьба. Мы ехали на автобусе, и здесь на Новосельской трассе застряла фура с цистерной прямо на бугре, смотрите. Ограничено так движение, автобус вряд ли тут сможет подняться, но сейчас проверим. Наш автобус внизу стоит. Сказали пройти немножко пешком по дороге, и там нас должен подобрать. Надеюсь, все получится. Вот так, друзья. Ну, идем. Сегодня мы с вами находимся в поселочке Новый Свет. Мне этот поселок очень нравится, друзья. Обязательно посетите это место. Действительно, жемчужина Крыма. Здесь очень большая концентрация можжевельника и сосен на квадратный метр. Здесь супер чистый лечебный воздух. Даже в советское время здесь построили дом отдыха «Полет», куда привозили космонавтов и летчиков на оздоровление. Поэтому, друзья, обязательно посетите. У кого особенно проблемы с дыхательной системой, рекомендую приехать сюда хотя бы на недельку, чтобы подлечиться. Уже 1 октября сегодня, время 16:00, погодка замечательная. Правда, вчера был сильный дождь. Сейчас идем в сторону набережной, прогуляемся по набережной. Самое главное, что нет ветра. Обязательно с вами запустим квадрокоптер, посмотрим на эту всю красоту с высоты птичьего полета. Ну что, погнали смотреть. Начнем наш репортаж именно с этого места. Это, можно сказать, историческое место, потому что именно здесь снимался фильм «3+2». Думаю, многие его смотрели. И все помнят вот этот камень. Единственное, что осталось, напоминание фильма, это вот это, друзья, камень, такая скала. Называется он камень Сундукова. Те, кто смотрел фильм, все помнят. Здесь попробую вставить вам картиночку с изображением этого камня из фильма. В общем, будете в этом месте, обязательно сфотографируйтесь. Находится он вот здесь, на бетонном причале в Новом Свете. Но мы сейчас с вами отправимся на набережную, покажу вам последствия дождя вчерашнего. Был сильный ливень. И, конечно, друзья, Новый Свет находится, окружен, точнее, горами. И с гор, представляете, все эти потоки лились прямо сюда. Конечно, последствия тут очень серьезные. И коммунальщикам, которые это будут убирать, я, конечно, не позавидую. Потому что со всех гор, с города сюда намыло большой слой вот такой грязи. Песка, нет, это грязь. И все это, конечно же, придется им убирать. Вот здесь должен быть асфальт, друзья. Но посмотрите, сколько здесь грязи. Работы здесь точно не на один день. За один день это убрать все невозможно. Здесь придется, наверное, недельку потратить, чтобы все привести в порядок. В общем, дожди это для Крыма хорошо, потому что наполнятся водохранилища. Особенно в Симферополе тоже хороший дождик прошел. Но для курортных городков вот такие последствия. Но благо уже сезон закончился. И это уже не так, можно сказать, важно, потому что основная часть отдыхающих уже уехала. Но мы сейчас пройдемся на набережную. Смотрите, здесь сколько земли нанесло. Жесть просто. Ну все, вышли на набережную. Вот такая, друзья, набережная. Конец сезона. Конечно, основная часть людей уже уехала. Вот последствия вчерашнего дождя. Конечно, просто жесть здесь. Что творится? Но это не по всей набережной. Вот здесь довольно-таки чисто. Посмотрите, можно спокойно гулять. Там, где машины ездят, там затопило. Еще есть отдыхающие, которые купаются. Вода, кстати, уже более-менее чистая. Вчера еще был шторм. Сегодня, видите, на море штиль. Время для отдыха идеально. Позагорать именно на пляжике. Погода не жаркая. Еще не холодно. В общем, бархатный сезон в Крыму продолжается. Сейчас дойдем до деревянного причала, зайдем на него, и там уже, наверное, запустим с вами квадрокоптер. Конечно, клумбы тоже залило водой, но, друзья, вода в этом году Крыму очень нужна, потому что, как вы знаете, есть проблема с водой, и вот такие дожди ее немного решили на время, так скажем. Насколько я слышал, в Симферополе там где-то будет буриться 3 скважины, которые будут наполнять Симферопольское водохранилище. Ну вот, набережная поселочка Новый Свет. Мой самый любимый поселочек в Крыму. Очень его люблю. Те, кто здесь не был, как говорится, не видели настоящий Крым. Тут за нашей спиной находится гора Сокол. Я на нее уже поднимался. Кто хочет посмотреть, видеоролик есть уже на канале. Тут внизу спортплощадка. Люди даже тренируются. Но, в принципе, уже тихо. Летом, конечно, пляж тут полностью забит отдыхающими.
И места свободно в этом году не было. Сейчас можно комфортно прийти, отдохнуть. Установили вот такие штуки, с помощью которых можно посмотреть на маяк, который на Меганоме находится. Стоимость 1 минута 50 рублей. Вот здесь, смотрите, лежачки пустые, 3 ЖК только занято. Люди просто наслаждаются бархатным сезоном в Крыму. Шум моря, воздух чистейший, что может быть еще лучше. Фрукты, овощи уже крымские, вино. Вот в такое время нужно приезжать в Крым, я считаю. Набережная Нового Света небольшая, но очень уютно. Здесь растут вот такие деревья. Ленкоранская акация это называется. Здесь под ней лавочки установлены. Можно летом посидеть в теньке. Но посмотрите на набережную. Сюда все-таки дошли ливни, потоп. И чуток затопило ее. Да, коммунальным службам не позавидуешь. Столько убирать здесь не придется. Конечно, жесть. И вот зеленая бухта, на которой расположен центральный пляж Нового Света. Видим, люди еще есть, купаются. Давайте тоже спустимся сейчас на пляж, посмотрим все детальнее. Расспросим за водичку у них. Ну, так, друзья, в Новом Свете. Конец сезона. Крым залило дождями. И это хорошо. Все лето не было дождей. Конец сезона пошли. Ну что, спускаемся на центральный пляжик Нового Света. Смотреть, что у нас творится здесь сегодня. Но на море, друзья, можно сказать, штиль. Водичка слегка мутная, несмотря на то, что вчера был шторм. Все-таки сегодня не был, не знаю, какая там вода. Но, конечно, виды здесь шикарнейшие. Гора Сокол. С той стороны гора Орел. На вершинах этих гор я уже неоднократно был. Старые мои подписчики, кто давно смотрит, уже видели видеоролики оттуда. Но пляж более заполнен, потому что здесь песочек. Люди в основном отдыхают на этом пляже. Глубина здесь не глубокая, идеально подойдет для отдыха с детьми. Просто как водичка. Здравствуйте, как водичка? Теплая? Примерно сколько? Ну, 20 есть? 20 с чем-то, друзья, градусов. 22, говорят, 24 водичка. В принципе, как летом можно приезжать свободно купаться. Столько людей на пляже. Людей довольно-таки много сравнивать с Судаком. В Судаке было поменьше людей. Море потише. Ну, аудитория, как видите, уже взрослая, 40 плюс. Приезжает на бархатный сезон, потому что школьники уже учатся в школах, им не до морей. И вот такое время в Крымском мне очень нравится. Это природа, друзья, это море, спокойствие. Нет уже зазывал на эти бананы, на разные развлечения. Ты просто наслаждаешься этим шумом моря и отдыхаешь душой, телом. Очень, конечно, круто. Что еще здесь можно сказать? Обязательно приедьте когда-нибудь осенью в Крым. Я гарантирую, что вам это точно понравится. Ну, видите, людей здесь нормально сегодня. Уже 4 часа вечера, а люди все еще купаются. Через 2 часа уже будет закат солнца. Надеюсь, его тоже подснять. Поднимемся, я надеюсь, сегодня тоже на гору Орел. И оттуда уже снимем лучший закат 1 октября. Уже стартовал 2-й месяц осени, но сезон в Крыму, как видим, не заканчивается. Люди приезжают. Не так, конечно, много, как летом, но все же народ есть. Вот такой, друзья, бархатный сезон у нас в Крыму. Смотрите, уже нет тех катеров, которые могли вас отвезти на Царский пляж. Уже нет людей, такого количества, им уже невыгодно, скорее всего, работать, поэтому все закрылись и не работают. Посмотрите, друзья, на водичку. Очень чистая. Катера все уже не работают, да? Да нет, все работает. А где катера? Да нет.
людей мало просто, уже половина забила на это. Понятно. Сейчас жара будет, люди придут, привет. Привет. Жара будет, люди придут, это, И все будете будет работать катать. как обычно. Понятно. Все в обычном режиме. Вот так, друзья. Еще вернется жара. Люди будут кататься. Но посмотрите на цвет водички. Очень чистая. На дне песочек. С этой стороны у нас гора Ореол, где должен успеть до заката подняться. Ладно, давайте дойдем до конца причала. Еще на коптере здесь полетаем, наводим шуму здесь. Можно причал. Но, друзья, новый свет, конечно, очень красив. Посмотрите на эту природу, на эти горы. Это все можжевельник и сосны. Переместились в можжевелую рощу. Как же здесь классно, друзья. Тишина, чистейший воздух. Просто вам этого не передать. Обязательно езжаем все в Новый Свет. И самое главное, очень-очень мало людей. Ты ходишь, наслаждаешься этой шикарнейшей природой. У меня просто слов нет, как вам это все передать. Как здесь, друзья, круто. Просто еще дождик был. После дождика здесь вообще классно. Надеюсь, успеем к закату подняться. Кстати, предупреждаю всех своих зрителей, ни в коем случае не поднимайтесь на гору Орел. Туда вообще подъем туда запрещен, карается штрафом, потому что в этом году уже были случаи, когда люди падали, но не падали с мыса Капчи, то тоже нельзя, кстати, подниматься. Поэтому
настоятельно не рекомендую, друзья, вам сюда подниматься. Потому что там сильные порывы ветра наверху, не дай бог что случится, но вам не нужно. Но мы с вами посмотрим сейчас на самые шикарные виды, покажу вам, запустим коптер, полетаем на коптере. В общем, ролик получится, надеюсь, хорошим. Уже отсюда посмотрите, это можжевелая роща, просто супер. И такой фон открывается на гору Сокол. Невероятно этот воздух, просто невозможно ним надышаться. Вот такая красота у нас в Крыму. Супер. Посмотрите, какой потрясающий вид на всю эту природу. Действительно шикарнейшие пейзажи открываются в новом свете. Мыс Кавчег, вот гора Караул-Аба, и вот она, друзья, вся можжевелая роща. И между рощей этой расположился поселочек Новый Свет, прям в роще. Если отсюда смотреть, вокруг все зелено, очень красиво, еще солнышко, на закат. Мы должны успеть подняться, чтобы запустить коптер. Хотя здесь уже дует такой приличный ветер. Не знаю, получится или нет. Но будем на это надеяться. Ну, конечно, виды просто потрясающие. Новый Свет, вот он как на ладони. Согласитесь, друзья, вот такой дикий Крым я просто обожаю. Когда нет людей, когда можно одному свободно гулять и наслаждаться этой шикарнейшей природой. Просто идеальное время для прогулочек. Какой шикарный вид. Фух. Запыхался немножко, пока поднимался. Потому что солнышко уже скоро спрячется за горой. С этой стороны посмотрите, какой обрыв. Не подходите никогда так близко к нему. Потому что лететь очень высоко. У-ху! Но красота неимоверная. Смотри на это море. Ну что, друзья, виды потрясающие. Не каждый блогер вам такое покажет. Поэтому, кто еще вдруг не подписан на канал, прямо сейчас время это сделать, потому что я еще буду показывать зимний Крым. А зимний Крым очень интересный. Ну что, друзья, я это сделал. Вершина горы Орел. Ни в коем случае это не повторяйте, все трюки выполнены профессионалами. Но мы сейчас дойдем до самого ее конца. Дует такой ветер, не знаю, квадрокоптер получится запустить или нет. Надеюсь, что он выдержит. Ветер приличный. Ну что, давайте-ка идти. Вспомним старые времена. Тут такая дорожка опасная, потому что с двух сторон вот такие ровные обрывы. Вот что вы сами понимали. С той стороны Грот и Голицыно, с этой стороны Новосветская бухта. И мы здесь идем по вот такой дорожке опасной. Еще и ветер дует. В общем, друзья, действительно экстремальная ситуация сегодня. Но ничего, мы с вами, как всегда, справимся. Так, посмотрите на вот этот ракурс, камешек. Воу, просто что-то невероятное. Такое море. Вот, кстати, город Голицыно здесь. Вот этот выступ, где люди собираются. Ну, друзья, конечно, аж дух захватит. Сейчас дойду до конца, покажу вам, какие виды открываются на Судак и на гору Сокол. Конечно, очень круто и красиво. Но и очень опасно. Ну все, друзья, дошли до самой пиковой точки и смотрим на этот шикарнейший вид, который открывается. Вон Судак, гора Сокол на закате, Новый Свет. Как же это все красиво. Думаю, ролик по-любому заслужил вашего пальца вверх. Кто вам еще показывает на закате вот такой Новый Свет, друзья? Никто. Согласитесь с этим. Ой, так, стоять здесь опасно, особенно крутиться. Но я должен вам показать все виды. Посмотреть на это море. И вот мыс Кавчег здесь за нами. Красота. Вот такой получился шикарнейший видеоролик. Надеюсь, он вам понравился. Новый Свет, жемчужина Крыма. Обязательно здесь побывайте. Но мы сейчас с вами запускаем коптер. И неважно, ветер, не ветер, я должен вам показать этот вид на закате. А мы с вами встретимся уже завтра в 18:00 на моем канале. Всем
Пока, друзья. Завтра в 18:00 ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новый видеоролик.